снимите розовые очки. Государство всегда лжет, когда забирают чужие миллиарды. 4 октября 2023 года. Бишкек. Официальные сводки кричат: легендарный вор в законе Камчи Кальбаев оказал вооруженное сопротивление спецназу и был ликвидирован ответным огнем. Но улица знает правду. Долларовый миллиардер, человек, который одним звонком менял министров и решал судьбы транснациональных транзитов, никогда бы не достал пистолет против группы захвата «Альфа». У королей нет привычки стрелять в пешек. Это был не арест. Это была тщательно спланированная, хладнокровная, публичная казнь. Сегодня мы вскроем самую страшную тайну Центральной Азии. Мы покажем, как государство провело рейдерский захват криминального синдиката. Кому на самом деле достались пентхаусы, скаковые лошади и теневой общак Коли Киргиза? И главное, почему человек, отдавший приказ на эту ликвидацию, сам оказался на краю пропасти, ожидая пули в спину? Это Crime Time.ru. Мы начинаем. Камчибек Асанбек, он же Коля Киргиз, первый и единственный официально признанный коронованный вор в законе из Кыргызстана. Его империя не ограничивалась банальным рэкетом. Он контролировал северный маршрут наркотрафика, таможенные терминалы на границе с Китаем, элитную недвижимость на Иссык-Куле и добычу полезных ископаемых. Госдепартамент Соединенные Штаты Америки оценивал его сеть в миллиарды долларов и назначил за его голову награду в 5 миллионов. Но в родном Кыргызстане Камчи был почти святым. Он строил мечети, раздавал деньги беднякам и был теневым арбитром, которому шли за справедливостью, когда суды отказывались работать. Проблема Камчи была в том, что его власть стала слишком абсолютной. В стране, пережившей 3 революции, образовалось двоевластие. На светлой стороне президент Садыр Жапаров и всесильный глава ГКНБ Камчибек Ташиев. На темной — Камчи Кальбаев. 2 медведя не могут жить в одной берлоге. Ташиев, выстраивавший жесткую вертикаль власти, понимал: пока жив Кальбаев, монополия на силу принадлежит не государству. 4 октября Камчи приехал в Блондер-паб. По нашей информации, он приехал на встречу, на переговоры, которые ему гарантировали безопасность. Он оставил основную охрану снаружи. Он вошел в расслабленном состоянии. Он верил гарантиям. И это стало его роковой ошибкой. Ловушка захлопнулась. Власть назвала это спецоперацией по задержанию. Но давайте будем циниками и включим логику. Камчи Кальбаев прошел через жернова 90-х. Он выживал в Дубае, сидел в российских и киргизских тюрьмах. Он был непревзойденным дипломатом теневого мира. Официальная версия гласит, что во время ареста Камчи достал оружие и начал стрелять по закованному в броню спецназу ГКНБ, из-за чего те были вынуждены открыть ответный огонь на поражение. Ни один человек в криминальном мире СНГ не поверил в этот бред. Авторитеты такого уровня решают проблемы с властью через своих адвокатов и миллионные взятки. Они устраивают перестрелки в стиле дешевых боевиков, находясь в окружении элитного спецназа. У Камчи не было суицидальных наклонностей. Живой Кальбаев на скамье подсудимых был смертельно опасен для власти. Он знал слишком много. Он знал, чьи предвыборные кампании он финансировал. Он знал, какие чиновники ели с его рук. Судебный процесс превратился бы в бомбу, которая могла бы снести правительство. Именно поэтому приказ, отданный Ташиевым, был однозначным: живым из здания не выводить. Оружие, из которого Камчи якобы отстреливался, это классический реквизит для пресс-релизов. Это была публичная казнь, чтобы показать всей стране: в Кыргызстане остался только один смотрящий, и он носит погоны. Как только тело Кальбаева остыло, началось самое масштабное перераспределение богатства в истории современной Центральной Азии. ГКНБ опубликовала кадры активов мафии на сумму более 1 миллиарда долларов. Десятки элитных квартир, гектары золотой земли на побережье Иссык-Куля, рестораны, криптофермы, охотничьи угодья и табуны чистокровных скакунов. Власть объявила о национализации общака. Звучит красиво, не правда ли? Но давайте снимем розовые очки. Общак — это не сундук с золотыми монетами, который можно просто забрать и положить в банк. Это сложнейшая экосистема корпоративных долей, подставных лиц и теневых потоков.
Когда государство уничтожает мафию, оно само занимает ее место. Элитные квартиры и коммерческая недвижимость начали переходить под управление людей, тесно связанных с новыми хозяевами кабинетов. Рэкет никуда не исчез. Он просто легализовался и надел галстук. Бизнесменам, которые раньше платили Коле Киргизу за крышу, быстро и вежливо объяснили новые правила игры. Теперь они платят добровольные взносы в государственные и окологосударственные фонды. Система не сломалась, она сменила владельца. И этот владелец стал невероятно, пугающе богат. Архитектором ликвидации Кальбаева и захвата его империи был глава ГКНБ Камчибек Ташеев. Человек, обладавший безграничной властью, друг и соратник президента Садыра Жапарова. Ташеев думал, что, уничтожив Колю Киргиза, он станет бессменным и абсолютным хозяином страны. Но он забыл главное правило политики. Тот, кто убивает дракона, сам становится драконом. И этот новый дракон начал пугать самого президента. Поглотив миллиардные активы мафии и сконцентрировав в своих руках всю силовую мощь, Ташеев стал угрозой для Жапарова. И президент сделал свой ход. Как и ожидалось в восточной политике, два друга стали врагами. Вскоре Садыр Жапаров отстраняет Ташеева от реальных рычагов власти. Могущественный силовик был сброшен с пьедестала. И вот здесь начинается самое интересное – проклятие общака в действии. Пока Ташеев был в должности, он был под защитой государственной машины. Но сегодня, потеряв иммунитет, он оказался один на один с улицей. Вы думаете, клан Кальбаева забыл, кто отдал приказ на ликвидацию их короля? Вы думаете, сотни братков, оставшихся без кормушки, простили конфискацию их активов? В криминальном мире кровная месть не имеет срока давности. Сегодня по Бишкеку ходят упорные слухи, что Ташеева ждет судьба того, кого он приказал убить. Тень Камчи Кальбаева нависла над бывшим главой ГКНБ. Система, которую Ташеев так старательно зачищал, теперь открыла охоту на него самого. Эпоха воров в законе в Кыргызстане официально завершена. Но давайте будем честны, мафия никуда не делась. Она просто сняла спортивные костюмы, надела униформу и заняла места в высоких кабинетах. История Коли Киргиза и Камчибека Ташеева – это идеальный учебник того, как власть пожирает преступность, а затем начинает пожирать саму себя. Как вы считаете, ждет ли бывшего всесильного главу ГКНБ расплата от криминального мира? Или он сможет уйти в тень, забрав с собой тайны миллиардного общака? Спускайтесь в комментарии. Я хочу знать ваше мнение. Там уже идет жаркая дискуссия. Ставьте лайк, если вам нравится жесткий, неподцензурный разбор криминальной политики. И обязательно подпишитесь на канал. Ваша поддержка – это то, что позволяет нам говорить правду. А в следующем выпуске мы пересечем границу и отправимся в Казахстан. Мы расскажем о человеке, который считал себя неприкасаемым хозяином улиц, но стал заложником большой политической игры во время Кровавого января. Настоящая история дикого Армана. Не пропустите. С вами был Crime Time.ru. Берегите себя и помните, за все в этой жизни придется платить.